Всем привет! Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такого вот бычка. Ростиком он 9 сантиметров, совсем маленький. Можно использовать его как подвеску, как брелок, подвесить на сумочку, в машине, на елку. Вот такие вот малыши. Что я использовала для вязания таких бычков? Пряжа, как всегда, моя любимая Yarnart Jeans. Основной цвет 0,7. У меня ушло где-то 8 граммов такого цвета всего. И совсем немножечко остальных. На рожки, на копытца 70-й цвет джинс. В мастер-классе я вязала этим цветом. А вот этого бычка я вязала... У меня давно лежит моток. Я посмотрела в интернете. Это 84-й цвет. И для мордочки 73-й джинс. Вязала крючком 2 миллиметра. Также использовала для украшения подвесочку такую, колокольчик такой новогодний. Можно любую ниточку взять для вот такого вот ошейничка. Любую. Глазки на безопасном креплении 6 миллиметров. Наполнитель холофайбер. Иголочка, чтобы спрятать кончики, и ножнички. Если кому-то понравились такие бычки, предлагаю связать их вместе со мной. Приступим. Вязание начинаем с ножек. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку. В кольцо провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Колечко затягиваем. Вяжем второй ряд. В каждую петлю нужно провязать по 2 столбика без накида. Провязываем в первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, в третью 2 столбика и в четвертую 2 столбика. Теперь нужно сменить цвет на основной цвет. Для этого провязываем еще 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Закрепляем одной воздушной петлей, ниточку вытягиваем и обрезаем. Теперь берем ниточку цвета тела, делаем вот такую петельку закрепительную. И здесь вот мы заканчивали соединительным столбиком. С этой стороны где-то примерно начинаем вязать столбики без накида за заднюю стенку петли. Провязываем первый столбик. Вот 2 стеночки, передняя и задняя, за заднюю стенку. Второй за заднюю стенку. Третий. Четвертый. 5. 6. 7 и 8. Это был 3-й ряд. Теперь 4-й, 5-й ряд нужно провязать также по 8 столбиков, только уже за обе стеночки петли. Провязываем также 1, 2, за обе стенки 3, 4, 5, 6,
7 и 8. И еще один ряд, пятый ряд, нужно провязать также 8 петель за обе стеночки. Провязали пятый ряд, 8 столбиков без накида. На первой ножке в следующую петлю провязываем соединительный столбик, закрепляем ниточку воздушной петлей и обрезаем. Теперь нужно связать точно такую же вторую ножку, только ниточку уже не обрезать, будем соединять ножки. Вот я связала вторую ножку, ниточку не обрезаем, провязываем 2 воздушные петли, берем первую ножку, здесь где у нас был соединительный столбик, отсчитываем 1, 2, третью петлю, в нее провязываем соединительный столбик. Все, ножки вот так вот соединили и начинаем вязать первый ряд тела. Берем маркер для обозначения начала ряда, провязываем 8 петель столбиков по первой ножке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Смотрим, чтобы цепочка была не перекручена. По цепочке провязываем 2 столбика без накида. 2 воздушные петли и 2 столбика здесь же. 2. И теперь по второй ножке тоже провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с этой стороны цепочки также провязываем 2 столбика в каждую петлю по одному столбику. 1, 2. Все, в конце вот первого ряда у нас получилось 20 петель. Теперь второй ряд провязываем без изменения 20 столбиков по кругу. Третий ряд провязываем 1, 2, 3, 4 столбика. В следующую петлю, в пятую, провязываем прибавку 2 столбика без накида. И так до конца ряда повторяем. 1, 2, 3, 4 столбика ровно, в пятую петлю прибавку. И так еще 2 раза надо провязать. 4 столбика, прибавка. В конце третьего ряда у нас получилось 24 петли. Теперь 7 рядов с 4 по 10 ряд нам нужно провязать по 24 столбика без накида по кругу. В каждом ряду по 24 столбика. Вяжем с 4 по 10 ряд. Все, провязали 7 рядов по 24 столбика. Теперь нужно наполнить игрушку. Берем наполнитель. И плотненько набиваем. Так вот. Вяжем 11 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, в следующую петлю 2, затем делаем убавку. За передние стеночки петли захватываем первую переднюю стенку петли, затем следующей петли переднюю стенку и провязываем столбик без накида. Далее опять в следующую петлю 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик и затем убавка за передние стеночки. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петель. Вяжем 2 столбика, убавка.
12 ряд провязываем 1 столбик без накида, затем убавка за передние стеночки петли. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, убавка. В конце ряда у нас получится 12 петель. 13 ряд провязываем без изменений 12 столбиков по кругу. Провязали 12 столбиков, добавляем еще наполнителя и вяжем 14 ряд. Это мы уже переходим на вязание головы. Вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю. И опять также 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, столбик прибавка, в конце ряда у нас получится 18 петель. Пятнадцатый ряд. Провязываем 2 столбика ровно, 1, 2, в следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда, 2 столбика, в третью петлю прибавка. 2, третью прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. 16 ряд провязываем 3 столбика ровно, 1, 2, 3, четвертую петлю провязываем прибавку. Так вяжем до конца ряда, 3 столбика прибавка, в конце ряда у нас получится 30 петель. Так, теперь 6 рядов с 17 по 22 ряд нам нужно провязать по 30 столбиков по кругу. Вяжем с 17 по 22 ряд. 6 рядов по 30 столбиков без накида. Так, все, провязали 6 рядов по 30 столбиков. Кто будет крепить теперь глазки на безопасном креплении, на этом этапе нужно будет прикрепить глазки. Я вот тут уже наметила себе, где я буду крепить. Отсчитываем сверху 3 ряда. 1, 2, 3. И получается между 19 и 20 рядом будем крепить глазки. Намечаем себе посерединке, вот так складываем пополам. Между ними где-то 3-4 столбика, кому как нравится, отсчитываем. И чтобы вот здесь одинаковое расстояние оставалось, ровно посерединке прикрепляем глазки. Вот так вот. Так вот. 23 ряд провязываем 1, 2, 3 столбика, затем делаем убавку также за передние стеночки петли. Провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, затем убавка. Так вяжем до конца ряда, 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. 24 ряд провязываем 1, 2 столбика, затем делаем убавку. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. После 24 ряда нужно еще добавить наполнителя в голову. Вяжем 25 ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Далее провязываем убавку. Так вяжем до конца ряда, столбик без накида, убавка. В конце ряда у нас получится 12 петель. Добавляем еще наполнителя в голову и вяжем 6 убавок.
1 подряд, все только убавки. 2, 3, 4, 5 и 6 убавок. Добавляем еще до конца наполнителя. Теперь ниточку обрезаем, и нужно будет сейчас стянуть отверстие. Продеваем ниточку в иголку и стягиваем отверстие. Берем за передние стеночки петли, только за переднюю стенку. 1, 2, 3. Так, я буду делать брелок, поэтому я еще колечко здесь продену. 3, 4, 5 и 6. И затягиваем отверстие. Так. Все, затянули. И ниточку выводим куда-нибудь. И обрезаем. Вот так вот получается. Вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. В колечко провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затягиваем кольцо. Вот эту ниточку нужно будет проложить здесь сверху вязания. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида, прибавку. 1, сюда же 2 столбик без накида. В следующую петлю опять 2 столбика без накида, 1 и 2. Затем нужно провязать 2 столбика с накидом. Делаем накид на крючок, провязываем столбик с 1 накидом. Затем опять накид, и в эту же петлю еще 1 столбик с 1 накидом. В следующую петлю также 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. В следующую петлю 2 столбика без накида. 1, сюда же 2. В следующую петлю опять 2 столбика без накида. 1, сюда же 2 столбик. Эту ниточку можно обрезать, которую прокладывали. Все, и в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Теперь ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания. Вытягиваем. И вот так вот мы будем его пришивать. Теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Вяжем рожки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2,
3, 4. Колечко затягиваем и провязываем по одному столбику в каждую петлю. Получится 4 столбика. 1, 2, сильно не затягивайте, чтобы легче было вязать. 3 и 4. Так вот, выворачиваем. И еще один ряд провязываем 4 столбика. Всего у нас получится 3 ряда. Провязали еще один ряд 4 столбика. Теперь в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Смотрите, чтобы не соединить вот так края. Сразу вот так соединительный столбик. Затем оставляем ниточку для пришивания. Вытягиваем. Вот так вот. И можно буквально вот такой один шарик добавить вовнутрь, чтобы плотненькая была деталь. Такой палочкой или чем-нибудь. И все. Все. И теперь нужно связать еще одну точно такую же детальку. Вяжем мордочку. Я беру такой персиковый цвет. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. Провязываем колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. В первую петлю провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий. Далее 2 столбика ровно. 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик. В следующую петлю опять 3 столбика в одну петлю. 1, сюда же второй и в эту же петлю третий столбик. Далее 2 столбика ровно. 1, в следующую петлю 1, колечко затянем. И в следующую петлю делаем соединительный столбик. Вот так вот. Теперь ниточку оставляем кончик для пришивания. Ниточку обрезаем. Вытягиваем. Вот так вот. Пришьем мордочку. Берем мордочку, вот так прикладываем посерединке. Вот здесь вот, где у нас крепились глазки, отсчитываем 1, 2, 3 ряда и начинаем пришивать мордочку. Захватываем одну петлю на голове и одну петлю за заднюю стенку. Не за обе, вот так вот, а за заднюю стеночку. Вот так. И так пришиваем всю мордочку по кругу именно за задние стенки. Зацепляем одну петлю на голове и заднюю стенку на мордочке. Одну петлю на голове и вот так вот на мордочке. И так пришиваем всю мордочку по кругу. Все, вот по кругу я пришила. Теперь ниточку закрепляем. И выводим куда-нибудь в голову. Вот так вот.
Теперь вышьем мордочку. Я беру нить ирис коричневого цвета, где-нибудь в любом месте сбоку вводим иголочку, выводим справа в верхней части мордочки. Оставляем здесь кончик, затем вниз на одну петельку вводим, а выводим слева на одну петлю слева от той, что вводили. Так. И здесь также на одну петельку вниз вводим, а выводим в том же отверстии, в которое вводили иглу изначально. Вот так вот. Теперь здесь ниточку завязываем. И кончики прячем внутри головы. Пришьем ушки. Вот я наметила, где у меня будут ушки. Это между 22 и 23 рядом головы. Вот у нас были глазки между 19 и 20. Отсчитываем 19, 20, 21, 22. И вот между 22 и 23 рядом, где-то посередине, вот так вот, с этой стороны и посередине с этой стороны, ставим отметочки и начинаем пришивать ушко. Берем вот так вот его пополам. Теперь зацепляем эту петельку одну на голове. И вот так вот продеваем обе стороны, обе петельки ушка, чтобы вот так оно соединилось. Теперь еще раз в эту же захватываем эту же петельку, вот так вот, и выводим вниз, чтобы у нас ушко вот так не торчало наверх. Выводим внизу на один ряд. Теперь с этой стороны ушко снизу, вот так оно у нас сложено пополам, зацепляем одну петельку, затем еще на ряд ниже и выводим вот здесь вот возле ушка где-нибудь. Так. Вот. И оно у нас опустилось. Уже не будет вот так вверх подниматься. Все. Теперь здесь ниточку закрепляем. И прячем внутри головы. Все. Второе ушко пришиваем аналогично. Теперь пришьем рожки. На рожке у нас 4 петли. И также вот пришиваем, где мы пришивали ушко, на следующий ряд. Зацепляем вот так петельку. И за обе стеночки на ушки продеваем. Так, сейчас посмотрим, какая у нас. Вот. 1. Затем вверх на одну. 2. В бок. Это 3. И возвращаемся в первую же петлю, это 4. И зацепляем последнюю петельку на рожке. Вот так вот. Все, ниточку закрепляем и прячем внутри головы. Так, теперь я хочу сделать небольшую утяжку глазок. Кто не хочет, может не делать.
я сделаю? Беру иголочку, отрезаю 2 такие небольшие ниточки той же пряжи, что вязала тело. Вот здесь вот в шее ввожу иголочку, вывожу сбоку от глаза. Вставляем там кончик. Так, вылетело. Теперь ввожу иголочку с этой стороны глаза, слева. Вывожу тоже в шее на 1 петельку в бок в этом же ряду. Ниточка должна быть под глазом. Втягиваем. И точно так же вторую. С этой стороны в районе шеи ввожу иголочку, вывожу сбоку от глаза. Теперь ввожу с этой стороны глазика, вывожу в шее на 1 петельку, мешает глаз. Так, на 1 петельку в бок. Ниточку под глазик. Теперь беру, завязываю эту ниточку на 1 узелок, пока на 1, подтягиваю немножко. И эту ниточку также на 1 узелок завязываю и подтягиваю. Теперь смотрю, чтобы одинаково было. Подтягиваем здесь и здесь. Все. Теперь завязываем еще на 1, на 2 узелка можно. Все. И ниточки продеваем в иголку и прячем внутри вязания. Вяжем ручки. Делаем кольцо. Закрепляем. И провязываем в него 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. В первую петлю провязываем столбик без накида. В следующую петлю соединительный столбик. Ниточку закрепляем воздушной петлей и обрезаем. Так вот. Теперь берем бежевую ниточку, делаем вот такую петельку также, как мы делали на ножках. Теперь
за задние стеночки провязываем столбики без накида. Только за задние стенки, не за обе стенки петли, а за заднюю. Также 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Это у нас второй ряд получается. Третий ряд провязываем тоже 5 столбиков по кругу, но уже за обе стеночки. 1, 2, 3, 4 и 5. И еще 2 ряда, 4 и 5 ряд провязываем тоже по 5 столбиков по кругу. Все, вот я провязала. Теперь складываем вот так пополам ручку. Ручку я не наполняю наполнителем. И с этой стороны захватываем за обе стеночки петлю, и с обратной стороны тоже захватываем за обе стеночки. Так вот. И провязываем, соединяем края столбиком без накида. И второй столбик также точно за оба края. Вот. Теперь ниточку оставляем, кончик для пришивания. Ниточку обрезаем. И нужно связать еще одну точно такую же ручку. Пришьем ручки. Пришивать ручки я буду между 10 и 11 рядом тела. Я отмечаю так иголочками, где-то вот идет серединка, вот здесь вот середина, и чуть-чуть в бок, потому что мы на 2 петли будем пришивать, у нас же 2 петли на ручке. Так вот 1, 2, чтобы 2 петельки были посередине. И также с этой стороны. Так, чуть-чуть в бок. И начинаю пришивать. Захватываю одну петельку на туловище и одну петельку на ручке. Затем опять одну петельку на туловище и вторую петельку на ручке. Все, вот так вот. Здесь можно зацепить вот эту петельку крайнюю. И теперь закрепляем, делаем узелок. И ниточку прячем внутри вязания. Все. Вторую ручку пришиваем аналогично. Теперь свяжем хвостик. Вот так вот сзади берем, захватываем посерединке вот так вот петельку, продеваем ниточку. Так, и провязываем сначала за 2, можно захватить, чтобы закрепить эту ниточку. И затем провязываем воздушные петли. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, достаточно. Теперь ниточку вытягиваем.
Можно закрепить. Так вот. И обрезать. Так. И вот эту ниточку можно вот так вот покороче обрезать. И просто распушить ножницами. Вот так и будет хвостик. Разобрать вот так по ниточкам. Вот так. Все. А эту ниточку спрятать внутри вязания начальную. Так, теперь я прикреплю вот эту подвесочку на шею. Беру ниточку, любую можно взять, какая у вас есть. Так, оставим кончик. Я прикинула, примерно у меня надо 18 воздушных петель, чтобы было на шее. Я провязываю сначала первые 9. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь, чтобы прицепить, я ниточку обрезаю подлиннее, чтобы мне хватило еще на 9 петель. Так, теперь так ее вытягиваю, продеваю подвесочку. Вот оставляю немножко. Вот так вот немножко оставляю ниточки, чтобы она как бы висела. И провязываю еще 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Ниточку вытягиваю. О, большую оставила. И все. И завязываю просто сзади. Вот так вот. На этом вязание нашего бычка окончено. Я прикрепила ему вот такую подвесочку. Теперь можно его повесить на сумку, на рюкзак, на зеркало в машине, на елочку, куда угодно. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Вяжите еще с удовольствием на подарки. Можно таких вот бычков навязать. Не забывайте присылать мне фото ваших игрушечек. Буду очень ждать. Желаем всем ровных петелек и пока-пока.